Посмотрите, какое тесто, ну просто как пух. Еще они пропитаны сиропом, они такие влажные и очень красиво блестят. Посмотрите, какие глянцевые. Ну, невероятная красота. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить просто ароматнейшие, супер уютные шведские булочки с корицей. Здесь у меня 150 мл теплого молока. Я добавляю 5 граммов сухих дрожжей. Если будете использовать свежие, то берите 15 граммов. Если вы уверены в качестве и свежести своих дрожжей, то можете не делать проверку, а сразу добавлять все остальные ингредиенты. Так у вас получится все намного быстрее. Я же предлагаю добавить немножко муки и немножко сахара из общего количества, чтобы посмотреть, как дрожжи будут себя вести. Активны ли они, качественные ли они, и есть ли смысл с ними дальше продолжать приготовление этих замечательных булочек. Всего здесь 40 граммов сахара, я добавляю где-то чайную ложку. И всего здесь 350 граммов муки, я добавляю где-то 2-3 столовые ложки на глаз. Перемешиваем. Накрываем крышкой, миской или пищевой пленкой. Ставим в теплое место на 10 минут. Можно прогреть духовку до температуры 50 градусов, потом ее выключить, чтобы там уже у нас было менее чем 40 градусов. Оптимальная температура для вот таких вот экспериментов. И вот смотрите, через 15 минут какая у меня активная получилась шапочка из дрожжей, молока, муки и немножко сахара. Добавляю сюда одно яйцо. Все ингредиенты у нас или слегка теплые, или комнатной температуры. Ни в коем случае не добавляйте холодное, потому что дрожжи любят тепло, уют, как и люди. Дальше оставшийся сахар. Всего было 40 граммов. Также пакетик ванильного сахара. Половина чайной ложки соли. Если хотите, вы сейчас можете все перемешать при помощи лопатки. Это все делать очень легко. Я же сегодня покажу вам вариант, как сделать тесто при помощи миксера с насадкой крюки. У каждого из нас есть миксер, и в нем есть вот такие вот насадки крюки, которые идеально подходят для замеса дрожжевого теста, чем мы сейчас с вами и займемся. Если хотите, можно вручную. Добавляю сюда оставшуюся муку. Всего было 350 граммов. Также, если у вас есть, добавьте половину чайной ложки кардамона, если хотите более такой вот теплый осенний аромат булочек. Добавляю сюда 50 граммов мягкого сливочного масла. Включаю миксер и пусть работает. Если у вас обычный миксер, а не стационарный, то вам просто придется держать его в руках. И где-то через 5 минут, посмотрите, какое у меня замечательное тесто. Я вообще очень люблю вымешивать тесто вручную, но сегодня я решила также показать вариант, как можно пользоваться тем, что у нас всегда есть дома под рукой. Смотрите, какое чудеснейшее тесто, ну просто удовольствие, вот так его мяшкарить очень люблю. Посыпаю миску мукой, чтобы тесто не прилипло. Перекладываю сюда тесто. Накрываем сверху пищевой пленкой или вот вплотную крышкой. Можно сверху укрыть полотенцами. Ставим в теплое место на час-полтора. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза. Для начинки берем 65 граммов мягкого сливочного масла. Добавляю 50 граммов сахара. Можно взять коричневый, вообще будет идеально. 1 столовая ложка корицы. 1 столовая ложка какао. И все это перетираем, чтобы у нас получилась однородная паста. Вы только посмотрите на это роскошное тесто. Перекладываем его на поверхность, посыпанную мукой. Посмотрите на эти волокна. Просто роскошь. Посыпаем. Немножко вот так вот выпускаем углекислый газ. Раскатываем тесто в прямоугольник размером 30 на 45 сантиметров. Тесто просто волшебное, очень податливое. Прямо просится, чтобы с ним работали, раскатывали. Визуально делим тесто на 3 части и выкладываем начинку на 2/3. Складываем тесто сначала, эта часть, которая не смазана пастой, и теперь эта, которая с пастой. Немножко вот так вот посыпаем мукой
И вот так раскатываем совсем немного. У меня получился пласт теста 20 сантиметров на 31,5. Я буду разделять на 9 булочек. Вы можете разделить на 10. Для удобства я сделала себе пометки. Каждая часть у меня шириной 3,5 сантиметра. Теперь делаем надрез по центру, не доходя до края. С одной стороны оставили край и с другой. У нас с вами получается вот такая штучка. И мы ее проворачиваем вот таким вот образом. Так, вот уже что у нас с вами получилось. И теперь вот так вот наматываем 1, 2 и через верх соединяем низ с верхом. Вот такая получается булочка. Еще раз. 4 раза я вот так вот проворачиваю. 2, 3 и 4. За один край держим. 1, 2. И вот этот верхний край к нижнему. И вот такая получается красавица. Накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место где-то на час. Булочки должны у нас хорошо подрасти. Для смазывания булочек подготовим 1 желток и немножко молока. Все перемешаем до однородности. Посмотрите, какие у меня красавицы. У меня они стояли 35 минут в духовке. Духовку я прогрела до 50 градусов, потом отключила, немножко подождала, поставила туда стакан с горячей водой и оставила их там. Причем еще включила конвекцию, чтобы хорошо вот этот горячий пар распространялся по всей духовке. И они очень быстро у меня подошли, буквально за 30 минут. Посмотрите, какие пушистые, красивезные булочки. Вы, если не хотите париться, то можете просто оставить в теплом месте на час. Но ориентируйтесь не на время, а вот на объем. Они должны подрасти, хорошенько подрасти. Духовку ставим прогреваться до температуры 180 градусов. Верхний и нижний нагрев. Ставим выпекаться на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Без конвекции верхний и нижний нагрев до красивого румяного цвета. Как слышите, моя духовка уже оповещает меня, что она прогрелась. Посмотрите, какие роскошные получились у нас булочки. Пока они выпекались, у меня они выпекались 22 минуты, вы ориентируйтесь на свою духовку, чтобы они получили вот такой красивый цвет. Я сварила сироп, пока они выпекались. Значит, здесь у меня 50 граммов сахара и 50 граммов воды. Просто провариваем, пока сахар растворится. Смазываем все булочки. Давайте вам покажу, какие они внутри, просто невесомые. Посмотрите. Пуховые. Какие замечательные. А какой аромат уже, когда они выпекаются, но невозможно устоять. Тот, кто любит выпечку, обязательно готовьте. Это аромат осени. Да и в принципе в любое время года это что-то божественно вкусное. Посмотрите, какое тесто, ну просто как пух. Еще они пропитаны сиропом, они такие влажные и очень красиво блестят. Посмотрите, какие глянцевые, ну невероятная красота. Это божественно вкусно и божественно красиво. Обязательно приготовьте тесто пуховое. Они такие ароматные, сочные, вкусные. Ну просто нет слов. Обязательно готовьте. И, пожалуйста, не забывайте, что лучшее ваше спасибо – это рецепт, это репост любого рецепта, который вы увидели на нашем канале. Большое вам спасибо за вашу постоянную поддержку, а спонсорам и за материальную поддержку. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.